Представьте себе забег на 155 миль по суровому, беспощадному ландшафту пустыни Гоби. Откуда ни возьмись появляется маленькая бродячая собака и решает бежать рядом с вами. Именно это и произошло с Дайаном, марафонцем, во время одного из самых сложных забегов в его жизни. Связь, которая образовалась между ним и маленькой собакой по имени Гоби, возникла мгновенно, но то, что произошло дальше, превзошло все, чего Дион мог ожидать. Гоби пробежал почти половину дистанции с Дионом, выдерживая сложные условия, чтобы просто оставаться рядом с ним. Но их путешествие не закончилось, когда гонка закончилась. Дион, житель Эдинбурга, Шотландия, участвовал в забеге на 155 миль по пустыне Гоби в Китае, когда его приключение приняло неожиданный оборот. Вдруг, откуда ни возьмись, рядом с ним начала бежать маленькая собачка. Я участвовал в гонке, чтобы соревноваться и бороться за победу, поэтому, когда на второй день она была на старте, и я посмотрел вниз и увидел, как она жует мои туфли, моими первыми мыслями были: чья это противная собака? Кто-нибудь, уберите эту собаку, поскольку гонка должна была вот-вот начаться. Она, Гоби, определенно почувствовала мгновенную связь. Мне потребовалось немного больше времени, чтобы понять, что происходит, но когда я понял, я был зацеплен, поделился Дион своими первыми мыслями о Гоби. Среди всех бегунов она выбрала его. Дион смотрел вниз и видел собаку, бегущую рядом с ним, и он назвал ее Гоби. На третий день гонки Дион понял, что Гоби стал больше, чем просто бродячей собакой, бегущей вместе с ним. Я собирался выйти вперед, когда мы столкнулись с огромной водной переправой, длиной примерно с футбольное поле, с бурлящей водой по пояс, вызванной таянием снегов с горного хребта Тяньшань. Я вошел в воду, чтобы выйти вперед, когда услышал позади себя скуление и лай. У меня всегда была эта мантра «не оглядывайся», которая шла из моего жестокого и разрушительного детства, поэтому я упорствовал и продолжал. Но лай и скуления продолжались, и в одно мгновение я обнаружил, что оглядываюсь назад. Я увидел собаку, бегущую вверх и вниз по берегу реки. Она знала, что если она войдет в воду, ее унесет быстрым течением, и она утонет. В мгновение ока я повернулся и перенес ее через реку. В тот момент, когда я посмотрел ей в глаза после перехода через воду, я увидел себя в этой бродячей собаке, той, которая никому не нужна, о которой никто не заботится, и я обнаружил, что влюбился в нее по уши. Гоби пробежала рядом с ним 80 миль, по жаре и пересеченной местности, и даже спала рядом с ним ночью в палатках. Бывали дни, когда погода была слишком жаркой для бега Гоби, и Дион должен был убедиться, что она в безопасности, даже если это означало, что ему придется замедлиться и пожертвовать своим шансом на победу. Несмотря на трудности, их связь крепла. Дион понял, что победа в гонке не так важна, как оставаться рядом с Гоби. После окончания гонки никто не пришел за Гоби, и Дион понял, что он хочет забрать ее с собой в Эдинбург. Но сначала ей нужно было сходить к ветеринару. Местная женщина предложила помочь, отвезя Гоби к ветеринару, потому что Дион не мог оставаться в Китае. Она пообещала ему, что отправит Гоби к нему, как только все будет в порядке. Прошли недели, и вот пришла душераздирающая новость: Гоби пропал без вести. Не колеблясь, Дион решил вернуться в Китай, чтобы найти ее. Прибыв на место, Дион быстро организовал поисковую группу, заручившись помощью волонтеров и местных жителей. Плакаты с изображением Гоби были развешаны по всему городу, и все с нетерпением ждали появления маленькой собачки, покорившей сердце Дион. И вот однажды Диону позвонили неожиданно. Мужчина и его сын гуляли по парку, когда заметили маленькую собаку, которая шла за ними. Она выглядела точь-в-точь как Гоби. Дион помчался к месту. Когда он наконец увидел ее, Гоби сразу же узнала его. Как только собака увидела Диона, она подбежала к нему, прыгнула ему на руки и стала лизать ему лицо. Гоби был найден. Мы провели несколько месяцев, живя вместе в Пекине в жилом комплексе, пока мы делали необходимые анализы крови и получали ее паспорт для возвращения в Великобританию. Это было действительно большой адаптацией для начала, но она невероятно хорошо адаптировалась. Она просто, казалось, обращала внимание и обладала шестым чувством того, чего от нее ждут.
Она действительно так легко адаптируется и поддается изменениям. Это невероятно. Сейчас Гоби живет в Эдинбурге, Шотландия, с Леонардом, его женой Люцией и их кошкой Ларой, и они вместе путешествуют по миру. Большим испытанием стало возвращение домой в Эдинбург, где ей пришлось впервые встретиться со своей сестрой-кошкой Ларой. Лара, кошка породы рэгдолл, которая всю жизнь провела в помещении и никогда раньше не встречала собак, а Гоби любит гоняться за кошками, так что это будет настоящим испытанием. Удивительно, но они оба отнеслись к этому спокойно. Как будто они знали, несмотря на то, что они были и собакой, и кошкой, что моя жена Люсия и я любим их обоих, поэтому они каким-то образом почувствовали, что вместе им будет безопасно. Это действительно странно, потому что Гоби был таким милым и нежным с Ларой, но с любой другой кошкой. Берегись, по словам Дион, никаких проблем в воспитании Гоби не возникло. Гоби действительно самая милая собака. Она просто влилась в нашу жизнь и приспособилась без какой-либо необходимости в обучении. Она просто такая умная и удивительная, что это так трудно описать. Гоби больше не бегает так много, так как она немного подросла. Они считают, что ей около 10 лет. Гоби ушла из ультрабега. Несколько лет мы бегали на 5 километров ради благотворительности, и это было здорово, но в июне она отпраздновала свой 10-й день рождения, и теперь она предпочитает пешие прогулки бегу. Мы по-прежнему отправляемся в великие приключения по тропам вместе всей семьей. У нас есть специальный рюкзак, чтобы носить ее, когда ей нужен перерыв, что идеально подходит для больших выходных. Она по-прежнему может быть частью приключения, мы просто украдкой даем ей немного отдохнуть, но она чувствует, что уже все сделала. Нам нравится проводить каждый день вместе, будь то походы по тропе или просто валяние на диване за просмотром Netflix. Я не знаю, почему она выбрала меня. Мне очень повезло. Дион также опубликовал книгу под названием «В поисках Гоби», в которой рассказал об их невероятном совместном путешествии. Это было одно из тех чудесных переживаний. Думаю, в нашей жизни такое случается только один раз.